Провал маятника. Бороться с маятником бесполезно. Как уже было показано выше, бороться с маятником значит отдавать ему свою энергию. Первым и главнейшим условием успешной борьбы с маятником является отказ от борьбы с ним. Во-первых, чем активнее вы отбиваетесь от досаждающих вам маятников, тем активнее они будут наседать. Вы можете бесконечно повторять: «Да оставьте вы меня в покое», «Отстаньте от меня все». Вам кажется, что вы отбиваетесь от них, а на самом деле вы кормите маятники своей энергией, и они к вам липнут еще больше. Во-вторых, вы не имеете права ничего осуждать и изменять в этом мире. Нужно все принимать как экспонаты в музее, нравятся они вам или нет. В музее может находиться много экспонатов, которые вам не понравятся. Однако вам не приходит в голову требовать, чтобы их оттуда убрали. После того, как вы признали право маятника на существование, вы имеете право уйти от него, не поддаваться его влиянию. Но главное — это не бороться с ним, не осуждать, не злиться, не выходить из себя, потому что все это будет означать ваше участие в его игре. Наоборот, надо спокойно принять его как должное, как неизбежное зло, а потом уйти от него. Проявляя неприятие в любой форме, вы отдаете энергию маятнику. Прежде чем разобраться, что означает выбирать, следует научиться отказываться. Люди, как правило, смутно представляют себе, чего они хотят. Но все точно знают, чего не хотят. Стремясь избавиться от нежеланных вещей или событий, многие поступают так, что получается наоборот. Чтобы отказаться, необходимо принять. Слово «принять» здесь означает не впустить в себя, а признать право на существование и равнодушно пройти мимо. Принять и отпустить значит пропустить через себя и помахать на прощание ручкой. Напротив, принять и оставить значит впустить в себя, а потом привязаться либо воспротивиться. Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится, оно будет в вашей жизни. Представьте себе, что один человек не любит яблоки. Он их просто ненавидит, его от них тошнит. Человек мог бы просто не обращать на них внимания, но его не устраивает тот факт, что в мире, в котором он живет, присутствует такая гадость, как яблоки. Они его раздражают всякий раз, как попадаются на глаза, и он активно высказывает свое отвращение. Это на материальном уровне. Однако на энергетическом уровне это аналогично тому, как человек с жадностью набрасывается на яблоки, набивает рот, громко чавкает и верещит, что ненавидит их, набивает себе карманы, давится и снова жалуется, как они ему надоели. Человеку в голову не приходит, что можно просто выбросить яблоки из своей жизни, если он их не хочет. Любите вы что-то или ненавидите, это не имеет значения. Главное, если ваши мысли зациклены на предмете ваших чувств, энергия мыслей фиксируется на определенной частоте, поэтому вы оказываетесь захвачены маятником и переноситесь на соответствующие линии жизни, где предмет фиксации присутствует в изобилии. Если вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом, равнодушно проходите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Избегать значит допускать в свою жизнь, но активно стараться избавиться. Игнорировать значит никак не реагировать и, следовательно, не иметь. Представьте себе, что вы радиоприемник. Каждый день вы просыпаетесь и слушаете ненавистную вам радиостанцию «Мир», который вас окружает. Так перестройтесь на другую частоту. Вам может показаться, что, установив железный занавес между собой и миром, вы убережете себя от нежелательных маятников. Это не более чем иллюзия. Находясь в железном панцире, вы говорите себе: «Я глухая стена. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ко мне нет доступа». Чтобы поддерживать такое защитное поле, необходимо затрачивать энергию, причем немалую. Человек, пытающийся намеренно отгородиться от мира, постоянно пребывает в напряжении. Ко всему прочему, энергия защитного поля настроена на частоту того маятника, против которого направлена защита. А маятнику именно это и нужно. Ему безразлично, как вы отдаете энергию с желанием или без. Что же тогда является защитой от маятника? Пустота.
Если я пустой, меня не за что зацепить. Я не вступаю в игру маятника, но и не пытаюсь от него защититься. Я просто его игнорирую. Энергия маятника пролетает, не задевая меня, и рассеивается в пространство. Игра маятника меня не волнует, не трогает. По отношению к нему я пустой. Главная задача маятника — привлечь как можно больше приверженцев и получить от них энергию. Если игнорировать маятник, он оставит вас в покое и переключится на других, потому что он действует только на тех, кто принимает его игру, то есть начинает излучать на его частоте. Самый грубый пример. За вами увязалась лающая собака. Если вы обернетесь, она залает еще громче. Если вы приняли ее всерьез и начинаете с ней припираться, она будет еще долго за вами бежать, ведь ее цель и состоит в том, чтобы найти, с кем поскандалить. Но если вы ее проигнорировали, она переключится на другой объект. И заметьте, ей даже в голову не придет обижаться на вас за то, что вы не уделили ей внимания. Она слишком поглощена своей целью получить энергию, чтобы думать о чем-то другом. Если собаку заменить на склочного человека, данная модель будет работать точно так же. В одной школе в младшем классе учился мальчик, который очень любил всех задирать. Ему отвечали, кто словами, кто делом, а он в любом случае получал от этого удовольствие. Он буквально всех достал, и никто не знал, как от него избавиться. Но удивительное дело, в классе была девочка, которую он не трогал. Нет, он не питал к ней симпатии, но и не задевал. Учитель не мог понять, почему. Оказалось, девочка просто не обращала на задиру никакого внимания. Для нее он просто не существовал. Другие дети всегда адекватно реагировали на его выходки, отвечали на провокации, другими словами излучали энергию на частоте маятника. Так невольно дети стали приверженцами этого провокатора, а он купался в их энергии. Приверженцы в данном случае не являются почитателями. Для маятника безразлично, любят его или нет. Главное, ему отдают энергию. Если вас кто-то донимает, примерьте на него модель деструктивного маятника, она наверняка придется ему впору. Если не можете его погасить, тогда просто не отвечайте на провокации и игнорируйте. Он не оставит вас до тех пор, пока вы не перестанете отдавать ему свою энергию. Энергию вы можете отдавать как прямо, вступая с ним в пререкание, так и косвенно, молча ненавидя. Перестать отдавать энергию означает не думать о нем вообще, выбросить из головы. Просто скажите себе «да пес с ним», и он уйдет из вашей жизни. Однако часто бывает, что просто проигнорировать маятник не удается. Например, начальник вызывает вас на ковер. Просто отказ или защита будет означать потерю энергии, поскольку и то, и другое есть борьба с маятником. В таких случаях вы можете сделать вид, что вступаете в игру маятника. Главное, чтобы вы осознавали, что вступаете в игру понарошку. Представьте себе, как здоровенный детина замахивается на вас кувалдой и изо всей силы наносит удар. Вы ничего не имеете против, не защищаетесь и не нападаете. В этот момент вы просто спокойно отступаете в сторону, и детина вместе с кувалдой летит в пустоту. Это значит, маятник не может за вас зацепиться и проваливается. Такой принцип лежит в основе борьбы айкидо. Там буквально происходит следующее. Нападающего берут под ручку, идут вместе с ним, как бы провожая, а затем легко отпускают и отправляют лететь в ту сторону, куда была направлена его энергия. Весь секрет заключается в том, что обороняющийся не имеет ничего против нападения. Он соглашается с линией нападающего, идет с ним вместе некоторое время, а затем отпускает. Энергия нападающего проваливается в пустоту, потому что если обороняющийся пустой, тогда его не за что зацепить. Техника такого мягкого ухода заключается в том, что на первый выпад маятника вы отвечаете согласием, а затем дипломатично отступаете или ненавязчиво направляете движение в нужную вам сторону. Например, возбужденный начальник хочет взвалить на вас работу и энергично требует, чтобы она была выполнена именно так, как считает он. Вы знаете, что это надо делать по-другому, или вообще это не ваши обязанности. Если вы начнете возражать, спорить, защищаться,
Он в жесткой форме потребует повиновения. Ведь он принял решение, а вы идете ему наперекор. Сделайте наоборот. Выслушайте внимательно, согласитесь со всем, дайте иссякнуть первому импульсу. А затем спокойно начните с ним обсуждать детали работы. В данный момент вы приняли энергию начальника и излучаете на его частоте. Его импульс, не встречая сопротивления, на некоторое время вязнет. Вы не говорите ему, что лучше знаете, как делать эту работу, не отказываетесь и не спорите. Вы просто советуетесь с начальником о том, как бы вы могли сделать работу быстрее и лучше, или может другой исполнитель сделает это лучше. Вы качаетесь вместе с маятником, но делаете это сознательно, не участвуя в игре, а как бы наблюдая со стороны. Он